Приветствую, дорогой зритель! Сегодня я расскажу об одной из самых непонятных, запутанных и важных тем для эмигрантов в США – медицинских страховках. Особенно это темный лес для тех, кто только переезжает в Америку. Итак, существует несколько типов медицинских страховок, и каждый из них имеет свои особенности. Рассмотрим три основных типа страховок – HMO, PPO и EPO. HMO – это страховка, которая предоставляет ограниченную сеть медицинских провайдеров. Вам необходимо выбрать вашего лечащего врача, который будет координировать ваше лечение и направлять к специалистам при необходимости. Если ваш лечащий врач доктор Иванов и вам понадобится консультация специалиста, например, невролога, то доктор Иванов направит вас к специалисту только в сети HMO. Второй тип страховки – PPO. Это страховка, которая также имеет сеть медицинских провайдеров, но предоставляет большую свободу в выборе врачей и медицинских учреждений. Вам не нужно выбирать лечащего врача, и вы можете обращаться к врачам и специалистам как из сети PPO, так и за ее пределами. Пример. Допустим, у вас есть PPO-страховка, и вы сталкиваетесь с хронической болью в спине. Вы можете самостоятельно выбрать врача из сети PPO, например, доктора Петрова или доктора Сидорова. При обращении к врачу из сети ваша страховка покроет большую часть расходов. Если же вы выберете врача за пределами сети, то вам придется заплатить часть расходов из своего кармана, но страховка все равно частично покроет расходы. И третий тип страховки – EPO. Это относительно новый вид страховки, и это что-то среднее между HMO и PPO. И она также имеет ограниченную сеть провайдеров. Но в отличие от HMO, у вас нет обязательства выбирать вашего лечащего врача, и вы можете направляться к специалистам без необходимости получения направления. Пример. Предположим, у вас есть EPO-страховка, и вы заметили проблемы с глазами, и вам нужна консультация офтальмолога. Вы можете обратиться напрямую к офтальмологу в сети EPO, не требуя направления от вашего лечащего врача. И вы можете пойти к врачам только в сети вашего страхового плана. К врачам, не входящим в сеть, вы пойти не можете. Существуют еще другие страховки – Medicaid и Medicare. Что такое Medicaid страховка? Программа Medicaid предназначена для людей с низким уровнем дохода и ограниченными средствами. Каждый штат в США управляет своей собственной программой Medicaid. В целом, программа предоставляет медицинское покрытие для детей, беременных женщин, семей с низким доходом, инвалидов и некоторых других категорий населения. Пример. Допустим, есть семья с низким доходом, включающая родителей и их двоих детей. Они могут быть квалифицированы для программы Medicaid в своем штате. Если один из детей заболевает, они могут обратиться к врачу или госпиталю, и часть или все медицинские расходы будут покрыты программой Medicaid. Далее про Medicare. Это федеральная программа здравоохранения для пожилых людей в возрасте 65 лет и старше, а также для некоторых молодых людей с инвалидностью, которые получают социальное обеспечение. Она состоит из нескольких частей, каждая из которых предоставляет различные виды покрытия. Medicare Part A – это госпитальное страхование, которое помогает покрывать стоимость пребывания в больнице, но не покрывает полностью все расходы. Medicare Part B – медицинское страхование, которое помогает оплачивать услуги врачей, лабораторные и диагностические исследования, оборудование и многое другое. Medicare Part C. По-другому еще называют Medicare Advantage. Это альтернатива к оригинальной Medicare, предоставляемая частными страховыми компаниями. Она включает в себя все преимущества оригинальной Medicare, а также может предоставлять дополнительные покрытия, такие как стоматология и зрение. Medicare Part D. План покрытия лекарственных препаратов, который помогает снизить стоимость лекарств для участников этой программы. Пример. Допустим, у пожилого человека есть Medicare Part A и Part B. Если он сталкивается с проблемами со здоровьем и требуется операция, часть расходов на госпитализацию будет покрыта Medicare Part A, а услуги врачей и лабораторные исследования – Medicare Part B. Теперь давайте обсудим терминологию и платежи, которые вы должны будете сделать при использовании страховки. Первое. Copay. Это фиксированная сумма, которую вы платите за каждую медицинскую услугу или визит к врачу. Например,
Ваша страховка HMO может предусматривать КП в размере $20 за визит к врачу. Это означает, что каждый раз, когда вы идете к врачу, вы платите $20, а страховка возьмет на себя остальные расходы. Пример. Допустим, у вас HMO страховка, и вы обратились к вашему лечащему врачу с жалобами на заболевание. Визит к врачу обошелся вам в $20. Если после обследования врач решит отправить вас к другому специалисту, например, к кардиологу, вы снова заплатите $20. Второй термин – deductible. Это сумма, которую вы должны заплатить из своего кармана до того, как ваша страховка начнет покрывать расходы. Например, если ваша страховка PPO имеет deductible в размере $1000, то вы должны оплатить первые $1000 за медицинские услуги, а затем страховка начнет покрывать остальные расходы. Пример. Допустим, у вас есть PPO-страховка с deductible в $1000. В начале года у вас были медицинские расходы на сумму $800, которые вы оплатили из своего кармана. Вам осталось заплатить еще $200, чтобы достичь deductible в размере $1000. После этого ваша страховка PPO начнет покрывать часть расходов, и вы будете платить только copay или coinsurance. И теперь третий термин – coinsurance. Coinsurance – это процент от стоимости медицинских услуг, которые вы оплачиваете, после того, как достигнут deductible. Например, если ваша страховка EPO предусматривает coinsurance в размере 20%, это значит, что вы платите 20% от стоимости медицинских услуг, а страховка берет на себя остальные 80%. Пример. Допустим, у вас есть EPO страховка с deductible в $1500 и coinsurance в 20%. И предположим, вы уже заплатили $1500 за медицинские услуги и достигли deductible. Теперь, если вы делаете медицинские процедуры на $1000, вы заплатите только 20% coinsurance, то есть $200, а страховка EPO покроет оставшиеся $800. Теперь давайте перейдем к времени ожидания и процессу подачи заявки на каждый тип страховки. Время ожидания после регистрации на каждый тип страховки может различаться. Вот примерные сроки, но обратите внимание, что они могут изменяться в зависимости от вашего местоположения и текущих условий. Если вы подали заявку на страховку через вашего работодателя, то обычно ожидание не должно быть долгим. В большинстве случаев страховка начинает действовать сразу или через несколько дней после вашего приема на работу. Второе. Medicaid. После подачи заявки на Medicaid время ожидания может варьироваться в зависимости от вашего дохода, состава семьи и других факторов. В некоторых случаях, если ваша заявка на Medicaid удовлетворяет всем критериям, вы сможете получить страховку сразу или в течение нескольких недель. Для тех, кто переехал в Америку по программе U4U, время ожидания обычно около 30 дней. После подачи заявки на Medicare вам может потребоваться ждать несколько недель или даже месяцев, прежде чем ваша страховка начнет действовать. И четвертое – страховка через Marketplace. Если вы подали заявку на страховку через Marketplace, то ваша страховка обычно начнет действовать с 1 числа следующего месяца после подачи заявки. Например, если вы подали заявку 15 сентября, то страховка начнет действовать с 1 октября. И учитывайте, что время ожидания может быть разным. Рекомендуется проверить статус вашей заявки и дату начала действия страховки с вашей страховой компанией или в офисе Medicaid, Medicare. Теперь перейдем к другому важному вопросу. Какие документы понадобятся для подачи заявки на страховку? Для подачи заявления на страховку вам нужны документы, подтверждающие вашу личность и статус США, то есть паспорт, грин-карта или другие миграционные документы. Если вы прибыли по программе U4U, то у вас будет форма I-94. Она подтверждает ваш легальный статус нахождения в США. А еще с этой формой вы можете сразу начинать легально работать в Америке, даже если у вас еще нет разрешения на работу. Эта форма I-94 временно заменяет разрешение на работу, пока вы еще и в процессе ее получения. Кстати, как заполнить эту форму, я описал в другом своем видео. Форма разрешения на работу называется I-765. Теперь давайте разберем, как можно изменить страховой план или добавить супруга, супругу или детей в него. Есть такое понятие «открытый период регистрации». Каждый год существует период, который, собственно, так и называется – «открытый период регистрации», обычно в ноябре-декабре. В этот период вы можете свободно выбрать новый страховой план или перейти на другой, без необходимости объяснять причины смены.
Представим, что у вас был страховой план с высоким deductible, но в этом году у вас планируется несколько медицинских процедур. Вы можете воспользоваться открытым периодом регистрации, чтобы выбрать страховой план с более низким deductible и более подходящим покрытием услугами для ваших потребностей. А также есть специальные случаи, кроме открытого периода регистрации, которые позволяют вам изменить страховой план вне этого периода. Например, если вы вступили в брак или развелись, у вас есть 60 дней после события для смены плана. Также, если вы потеряли текущее покрытие страховки, вам может быть предоставлено специальное окно для выбора нового плана. Предположим, что у вас была страховка через работодателя, но вы потеряли работу и, соответственно, страховку. В этом случае у вас есть определенный срок для выбора страхового плана через Marketplace, чтобы быть защищенным, не дай бог, в случае заболевания или несчастного случая. А как добавить супругу или детей в страховой план? Если вы женитесь, разводитесь или у вас рождается ребенок в течение открытого периода регистрации, вы можете легко добавить своего супругу и детей в свой текущий страховой план. Предположим, что вы только что вступили в брак. Вы можете обратиться к вашей страховой компании и предоставить им необходимую информацию о вашем семейном статусе, чтобы добавить супругу в ваш страховой план. А также в специальные случаи, таких как брак, рождение ребенка, усыновление или получение опеки над ребенком, вы также можете добавить их в ваш страховой план в течение определенного периода времени после события. Предположим, что у вас родился ребенок. Обычно у вас есть 30-60 дней после даты рождения, чтобы добавить его в ваш страховой план. Надеюсь, что это видео помогло тебе лучше понять систему медицинских страховок в США. Не забудь следовать советам и рекомендациям при выборе страховки и процессе подачи заявки. Если у тебя еще есть вопросы или нужна дополнительная информация, не стесняйся задавать их в комментариях. Если я буду компетентен в этом вопросе, то я с удовольствием отвечу. Спасибо, что смотрели это видео. Не забудь подписаться на мой канал и поставить лайк, если информация была полезной. Удачи вам в выборе страховки и до скорой встречи на канале.